всегда традиционно город Сочи был лучшим и самым главным пляжным курортом нашей страны. Но надо сказать, что до тех пор, пока мы были монополистами, пока наши туристы не выезжали за пределы Советского Союза, популярность была большая, и хоть и пляжный курорт, но с элементами курорта бального водолечения, потому что уникальные возможности Мацесты, они всегда были, есть и будут. Потому что есть наше преимущество перед любым курортом мира, это наша Мацеста. Потому что ее воды на самом деле очень уникальны. Но за некоторое время, после перестроечной, когда не стало такой большой активности в лечении, когда не стало санаториев для трудящихся, не стало профсоюзных санаториев, как-то вот потихонечку интерес к бальному водолечению поугас. Ну а со временем были забыты теренкуры, заброшенные. Теренкуры — это дороги здоровья, бюветы — это место, где можно прийти и выпить стакан минеральной воды. И надо сказать, что со временем курорт Сочи, он стал очень нуждаться в коренном изменении его назначения. Скажем, и сами Олимпийские игры, в общем-то, задумывались не только для того, чтобы провести спортивные соревнования, а смотрели более глубоко руководители страны. Да? Вы помните, что одним из самых главных инициаторов того, чтобы провести в городе Сочи Олимпийские игры, был Владимир Владимирович Путин. Так вот, задача была в том, что всегда понимали, что старые, застарелые проблемы города Сочи очень очевидны, но реально понимали, что они очень дорогостоящие. Необходимо было решить энергетическую проблему, а это строительство 4 сочинских ТЭС, теплоэлектростанций. Необходимо было решить экологические проблемы, а это рекультивация 2 свалок и вообще создание новой схемы утилизации отходов. Это транспортная логистика, тоже все помнят ее, сегодня она, к сожалению, есть, но уже все эти проблемы решаются. Скажем, построена новая сочинская ТЭС, завершается рекультивация Адлерской свалки. В апреле месяце начнем работать над рекультивацией уже Лаовской свалки. Уже в тестовом режиме работает мусоросортировочный завод по новой технологии, когда брикеты будут просто утилизироваться, то есть хвосты так называемые, которые тоже будут одеты в пленку. То есть это полная экология, и это наше достижение. Надо сказать, что с начала этого года заработала новая дорога-обход в городе Сочи. И естественно, что транспортная логистика будет, конечно, у нас хорошая. Почему? Потому что между дорогой обход и дорогой Курортный проспект строится так называемая дорога-дублер Курортного проспекта. 60% этой дороги пройдет под землей. И 8 транспортных развязок. Удовольствие, конечно, очень дорогое, но очень нужное. Все это строится. И в 2013 году мы будем иметь хорошую логистику. Мы будем знать точно, что город Сочи будет без пробок. И сегодня, скажем, благодаря Олимпийским играм мы будем иметь и великолепную логистику еще внешнюю. Мы всегда называли город Сочи международным курортом, но вряд ли к нам приезжали международные туристы, потому что, а как туда долетишь? А на поезде тоже не доедешь. Вот сегодня новый аэровокзальный комплекс, который открыт, построен железнодорожный вокзал, и уже к 1 мая обещают, что от вокзала пойдет электричка, которая через 2 минуты будет на теперь основополагающем вокзале в Адлере. И, в общем-то, строится 6 портопунктов, то есть это морские перевозки, которые давно перестали жить, да, они возвращаются, будут закуплено более 200 морских такси, то есть небольших водных средств, и автобусы будут закуплены. И это все логистика города Сочи. Ну и естественно, что эта построенная инфраструктура, она должна работать. То есть каждый объект, который мы строим, он должен иметь послеолимпийское наследие. И естественно, что два этих кластера, горнолыжный кластер, где сегодня уже построено 3 горнолыжных курорта,
И пляжный кластер, где строится Олимпийский парк, состоящий из 6 ледовых дворцов, деревень олимпийских, медиацентров. Каждый из этих объектов имеет послеолимпийское наследие. И это наследие, оно уникально. Ну, скажем, то, что касается горнолыжных курортов, я думаю, что здесь всем понятно, что за горнолыжное, значит, наследство. Это будут горнолыжные курорты, которых у нас в городе Сочи никогда не было. Сегодня их 3 уже. Значит, 11 февраля на горнолыжном курорте Роза Хутор, который совсем недавно мы открыли, это 3 трассы горнолыжные, которые по оценкам экспертов являются самыми пока уникальными в мире. И уже 11 февраля на них будут проведены тестовые соревнования Кубок Европы по горным лыжам. Мы бы хотели, чтобы все понимали, наши и москвичи, и россияне, что эти курорты сегодня для них открыты. И если мы пока не имеем еще серьезной рекламы этих курортов, то начало положено. Туда можно добираться. Удобно, кстати. Летают самолеты, хороший аэровокзальный комплекс. Значит, автобусы будут подвозить временно, в этом году еще, до завершения дороги, совмещенной железной и автомобильной Адлер-Красная Поляна, пока будут возить туристов автобусами. Но как только будет введена в эксплуатацию дорога совмещенная, а это электричка, то от Адлерского железнодорожного вокзала до Красной Поляны можно будет добраться за 29 минут. И сразу же уже находиться как бы у горнолыжных курортов. Это уникальность, в общем-то. Но как бы до этого еще нужно подождать, как минимум 2 года. А вот автобусами мы уже будем возить. И мы хотели бы пригласить россиян, которые любят лыжи, которые любят горнолыжные курорты, приехать и увидеть эту красоту. Это действительно очень красиво. Уникальность нашей Олимпиады будет заключаться в том, что все объекты, что горнолыжные трассы, что трамплины, что там санно-бобслейные трассы, это все построено заново, а значит современное. Те же самые ледовые дворцы, они современные. Ну и, конечно, 45-тысячный стадион, который сейчас строится в Олимпийском парке, на нем будут проведены церемония открытия и закрытия нашей Олимпиады. Впоследствии, значит, что является тоже нашим послеолимпийским наследием, это Формула-1, это чемпионат мира по футболу и так дальше. И как вы сами понимаете, что, значит, на самом деле город Сочи имеет действительно светлое будущее. И я уверен в том, что мы будем гордиться этим курортом, что он у нас есть, потому что он уникален. Итак, мы предлагаем сегодня для наших туристов 3 горнолыжных курорта. Это горная карусель, демократический самый курорт, самые дешевые цены там. Это новый курорт Роза Хутор со сложными, но уникальными лыжными трассами. И комфортный очень курорт для начинающих, это горнолыжный курорт Лаура. Это пока. Есть у нас еще один курорт, который реконструируется, это Альпика Сервис, и уже к 2012 году он будет работать. И уже в сезоне 2012 года у нас также будут проходить тестовые соревнования, их будет больше, но в это время уже эти курорты будут работать в полном объеме со своими олимпийскими деревнями, с гостиницами, с размещениями, с сервисом. Вот. Но уже сейчас можно говорить уверенно, что если вы приедете к нам, то об этом не пожалеете. Увидите и мощь тех строек, которые сегодня проводятся в городе, и погордитесь за нашу страну, потому что действительно мощь их видна. Ну и те, кто не верил в олимпийское строительство, те, кто еще и подыгрывал, им будет стыдно. На самом деле, потому что на самом деле Олимпийские игры состоятся, уверен в том, что они будут действительно незабываемыми, потому что они пройдут на новых объектах. Вот. Уверен в том, что наши спортсмены, используя свою базу подготовки, у нас никогда не было базы подготовки для зимних видов спорта, да? Ни санно-бобслейной трассы, ни тех же трамплинов. Сегодня все это появляется в городе Сочи для наших спортсменов, и они, наверное, воспользуются этим. Своя земля еще и поможет, и я уверен в том, что на зимних Олимпийских играх наши спортсмены реабилитируются после Ванкувера и докажут свою мощь.